рассмотрим изменения потенциальной энергии поверхности для системы, движущейся от реагентов к продуктам. Обратите внимание, что там, где две кривые перекрываются, происходит квантово-механическое расщепление между двумя поверхностями. Энергетический зазор– это энергия резонанса. Если это расщепление является сильным, то происходит значительное возмущение изолированных кривых. И реакция происходит по нижней кривой с вероятностью, близкой к единице. Это адиабатический предел. С другой стороны, если резонансная энергия мала, на кривых потенциальной энергии наблюдается только крошечное возмущение, что приводит к неадиабатическому процессу, и вероятности перехода от реагентов к продуктам намного меньше единицы. Преимущество и относительная простота теории Маркуса заключаются в том, что для большинства реакций переноса электрона, даже во внутренней сфере, резонансная энергия обычно составляет всего несколько килоджоулей на моль или меньше. Этого достаточно для обеспечения адиабатичности реакций, но недостаточно для значительного изменения кривых потенциальной энергии. Таким образом, для электрохимической константы скорости можно записать. Здесь К – это вероятность перехода. И если К близко к единице, то процесс адиабатический. А если меньше единицы, то не адиабатический. Дельта G – энергия активации, а Z – предэкспоненциальный множитель. Привлекательность теории Маркуса состоит в том, что дельта G можно рассчитать весьма точно, если известны кривые потенциальной энергии реагентов и продуктов, и пренебречь небольшой резонансной энергией, участвующей в реакции переноса электрона. Соответственно, положение переходного состояния можно аппроксимировать потенциалом пересечения двух потенциальных кривых для реагентов и продуктов, как уже неявно предполагалось в 18-й лекции. Теория Маркуса выделяет два основных вклада в энергию активации гипса. Здесь дельта G и T – энергия активации, возникающая из-за искажения внутренней координационной оболочки во время переходного состояния. А дельта G нулевое – это энергия, возникающая в результате перегруппировки диполей растворителя между реагентами и переходным состоянием. Перегруппировка диполей выглядит следующим образом. Ну, а о величинах лямбда и Т и лямбда нулевое мы поговорим в следующий раз.